В большинстве регионов Украины продолжаются аварийные отключения света. Опубликованные ранее графики почасовых отключений не действуют, сообщили в Укрэнерго. И давайте, наверное, почитаем цитату, соответствующую случаю. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов. То есть графики не работают, и отменить их нельзя. Противоречивая ситуация, с одной стороны, а с другой стороны, а что они могут сделать? И пошли новости про атомные электростанции. Давайте сами новости почитаем. И у нас тут есть специально обученный человек в лице Бориса Леонидовича, который эти новости может даже, наверное, прокомментировать. Не-не-не, если можно, слайдик, да, с заголовками. Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Все подконтрольные Украине АЭС остановили генерацию энергии. Все украинские АЭС остановили генерацию электроэнергии. После ударов РФ блоки АЭС снизили мощность. Так они остановили или блоки снизили мощность? Судя по происходящему в энергосистеме, именно снизили мощность. В противном случае там было бы совсем темно, и никаких картинок мы оттуда бы не получали точно. Дело в том, что при работе любого атомного реактора образуется такой вредный изотоп, как йод-135, который распадается в ксенон-135, а ксенон-135 начинает лихорадочно есть все свободные нейтроны, какие только под руку подворачиваются, тем самым останавливая управляемую реакцию деления. Если реактор не работает, то есть мощность выработки электроэнергии равна нулю, ксенон съест все. Надо ждать, пока он распадется. Ждать нужно 48 часов. После этого выходить на мощность только поэтапно. На каждые 10% набора мощности предстоит проверка. То есть в этом случае, если бы первые заголовки здесь проходили действительно в реальности, все атомные электростанции на Украине остановили генерацию, то в ближайшие 5 суток генерация была бы равна нулю. Но мы этого не видим. Мы видим, что идут уже попытки реанимироваться в той мере, в которой удается. Так что, вероятнее всего, достаточно серьезные люди работают за пультом диспетчерским. В этой ситуации, я сейчас не про политические вещи, про чисто технические, важно удержать электростанции от полного отключения, потому что вывод на мощность всегда занимает время. В атомных электростанциях я уже сказал, сколько. Если это газовая электростанция, это все равно порядка 6 часов из холодного состояния. Угольная больше 12 часов. Поэтому сейчас никакой автоматики. Это наверняка работают люди вручную, перебрасывая мощность хоть куда-нибудь. В зимнее время важно успевать запитывать тепловые насосы с тем, чтобы не разморозить систему окончательно, чтобы хоть немножко прокачивать горячую воду, чтобы не состоялось замерзание всех труб. Уже не радиаторов в домах, а под землей, чтобы все не растрескалось, не разорвалось. Такая у них приблизительная ситуация. Я тут добавлю, что атомные электростанции, собственно, почему на них им так много внимания уделяется, они обеспечивают производство не менее 60% всей электрической энергии, которая сейчас потребляется на подконтрольной Киеву территории. То есть, если бы 2/3 фактически электроэнергии куда-то делись, мы бы сейчас в интернете украинских гостей не видели. Но они по-прежнему есть, значит, электроэнергия у них где-то еще теплится. Давайте, кстати, посмотрим на слайд, который у нас 1.2.2. И попросим Бориса пройтись по этому слайду. Нарисован исключительно самопально. Если обобщить все, что мы видели и слышали, у меня получилось вот так. Впервые с 22 года были нанесены повреждения подстанции Западноукраинская. Она обеспечивает связь объединенной энергосистемы Украины с объединенной энергосистемой Венгрии. ЛЭП 400 киловольт, она нарисована, вот она уже и не работает, собственно говоря. Бурштинская ТЭС, которую тоже остановили, она обеспечивает, опять же, связь, если удар состоялся, и он такой, как там ее декламируют с той стороны линии боевого соприкосновения. Это связь со Словакией. То есть, удалось ли полностью остановить импорт? Вряд ли, но то, что он раза в 2 должен стать меньше, тоже очевидно.
Направление от западноукраинской «Красная стрелка» наверх не очень удачно получилось. Она идет в сторону Киева. Собственно говоря, обеспечивая столичный регион. Если не работает, значит, не обеспечивает. Все достаточно просто. Кроме того, если состоялась встреча Герани с подстанцией Винницкая, то это немножечко ограничивает перетоки из Румынии транзитом через Молдавию не до нуля, но резко ниже. Если все то, что мы услышали, действительно верно, импорт, по идее, электроэнергии должен упасть с 2,2 гигаватта традиционно где-то до единицы. Если операторы вынуждены снижать мощность атомных электростанций, ну, значит, еще какие-то потери есть. Сколько у них общая мощность? 9, по-моему. Атомных? Да. 7. 7. Ну, там было 13, минус 6. Минус 6. Да, 7. Соответственно, если у них снижена мощность, ну, можно прикинуть общие потери. Если из-за границы приходит на гигаватт меньше, если атомные электростанции, атомные энергоблоки, ну, хотя бы в половину снижена выработка, ну, вот считайте. То есть где-то половина, как минимум, исчезла в неизвестном направлении. Если состоялся удар по Бурштинской ТЭС, это крупнейшая тепловая электростанция Украины, 2,3 гигаватта, совершенно гигантская. Почему, если там 12 блоков, вывести их все, ну, очень сложно. Она огромная по площади, это отдельное разделенное помещение, здания и так далее. Ну, Они даже в силу вопроса безопасности не строятся впритык. Потому что если вдруг что, строились в те времена, когда, если вдруг что, могло произойти с той стороны. Ну, и в том случае вроде бы мелькали сообщения, что были встречи Герани еще и с подстанцией Киевской. Она тоже принимает электроэнергию по линиям электропередач класса 750 киловольт, в том числе напрямую идет с Ровенской атомной электростанции. В этом случае, соответственно, и на Ровенской атомной электростанции тоже нужно снижать мощность. В результате, если действительно с подстанцией Киевской удалось то, что было запланировано, то, ну, по идее, мы должны видеть резкое снижение поставок в столицу. А давайте доступность электрической энергии заодно глянем. Я думаю, все так в целом запомнили схему, Ну, вот, и все описали. Это Лост-Арбор. Ну, собственно говоря, как тут отмечено, они в карту красивую нарисовали, мы решили воспользоваться их красивой картой. Ну и вот можно присмотреться к Киевской области. Видимо, что-то случилось. Видимо, что-то случилось. Львовская вот в таком состоянии. Судя по всему, линии электропередач с Польшей в порядке. Ну, из Польши там что-то 300 или 500 где-то. Ну, на Львовскую область хватает. Вот, пожалуйста, 75-90, все в порядке. Не сильно много дает Польша, там тоже морозы, но на Львовскую область конкретно более-менее благополучно. Где неблагополучно, заметно. Ну, я замечу со своей стороны, что сейчас энергосистеме Украины в целом нужно хотя бы 10-12 гигаватт, а учитывая пиковые нагрузки, которые иногда возникают, ну, желательно иметь 19 гигаватт. И если даже они физически имеются, то есть они не повреждены, ну, вопросы с доставкой электрической энергии обостряет доступность этой самой электрической энергии, притом теперь уже даже в тех регионах, где генерация может теоретически вырабатывать. Кстати, мне кажется, тут нужно пояснить, а почему, например, какая-нибудь южноукраинская атомная электростанция будет вынуждена сократить объемы производства, если вдруг ее отключат от остальной Украины, и она будет вынуждена отдавать электрическую энергию только в регион. Что касается южноукраинской, основной объем электроэнергии у нее идет на подстанцию Винницкая. Если Винницкая подстанция не работает, выдать туда ничего нельзя. Диспетчер вынужден будет снижать объемы выработки. То, что можно отправить по линиям электропередач меньшего класса, 220 киловольт, 330, будет роздано, но это небольшие, не те объемы, которые должны быть штатными. Ну и, собственно говоря, что касается Киева, так, просто для задуматься, это мегаполис. Внутри мегаполиса обеспечить собственной генерацией невозможно. Просто плотная городская застройка, ничего с этим не сделаешь. Если говорить о схеме города Киева, то электростанции внутри города это порядка 1,5 гигаватт, но в летнее время они все работают в когенерационном режиме, и их главная задача на самом деле зимой, во время пиковых нагрузок, давать тепло.
Не важно, сколько будет электроэнергии, важно, чтобы в городе все было в порядке с теплом. Все остальное должно поступать извне, из объединенной энергосистемы. В 2021 году общее потребление Киева было порядка 8 гигаватт. Немножечко стало меньше в городе, потому что какие-то происшествия произошли на ТЭЦ номер 4, она же Дарницкая, судя по всему, и 5-я, 6-я тоже не на полную мощность работает, а объединенную энергосистему протолкнуть не может, потому что подстанция Киевская, судя по всему, работает не на полную мощность. Чернобыльская подстанция, название просто потому, что на той же территории, которая в свое время принимала электроэнергию, поступающую из Беларуси и из России, остановлена специалистами подконтрольному киевскому режиму исключительно самостоятельно. Было две, не осталось, или осталась там половинка из этих двух. Вот результат. Мы там наблюдаем. 1886 или что-то такое. Отсюда не вижу. Возможно. 18,8. 18,8. Давайте, наверное, график доступности глянем сейчас, как он менялся. То есть то, что наблюдается по состоянию на 7 февраля, понятно, что итоги 8 пока немножко не подведены. То, что видно по итогам 7, резкое сокращение доступности электрической энергии. То есть если было более 40%, то сейчас 28,7%. Если меня глаза не подводят, что в свою очередь, в среднем за неделю он более 45, более 41, 41,4. 9,9 часов в сутки. Что, опять же, говорит о том, что даже если генерация есть, то проблемы с ее доставкой. Об этом речь шла еще с осени. Нам тут пишут. Кстати, нам, если что, можно писать вопросы, предложения, замечания с помощью QR-кода, который будет в той стороне появляться, в том углу экрана. Так вот, нам уже пишут, что долго запрягали. С осени 2022 года наносились удары по объектам энергетики. Первоначально именно по генерации наносились удары, хотя возникал вопрос с электросетевым хозяйством, что если электросетевое хозяйство полностью функционирует, то даже если вы выбиваете какую-нибудь там Трипольскую электростанцию или, не знаю, кого еще из таких Бурштинскую, то благополучно можно поставлять электрическую энергию из соседних регионов, опять же, для понимания масштабов. Украина образца 2021 года в тех границах, потребляла где-то 150 миллиардов киловатт-часов. Московский регион 125 миллиардов киловатт-часов. То есть Украина – это довольно скромный потребитель электрической энергии, а древней высокоразвитой цивилизации ей в наследство осталось на тот момент порядка 55 гигаватт. Хорошо, досталось порядка 48, еще 7 гигаватт – это солнечные и ветровые электростанции. Ими давайте, если позволите, пренебрежем. Сейчас на подконтрольной Киеву территории порядка 40 гигаватт номинально находится. Какое количество из них работоспособное, непонятно, но тут уже пошли вопросы о работоспособности электросетевого хозяйства, и доступность электрической энергии стала резко сокращаться по сравнению с той ситуацией, когда выбивали генерирующие мощности. Давайте так. Поскольку основной объем генерации сейчас дают атомные электростанции, а по атомным электростанциям разрешено наносить удары только одной стране на планете, если это страна, конечно. То, что Россия этого никогда делать не будет, это очевидно. Но то, что сейчас было сделано с подстанциями, атомная электростанция в полном порядке. Для нее такая остановка по распоряжению диспетчера объединенной энергосистемы штатная. Ничего страшного не происходит. В плане это не приведет к каким-то инцидентам, связанным с радиоактивностью. Она просто аккуратно остановилась. Я предлагаю карту, кстати, энергосистемы еще раз повесить, только уже 1.5. Опять, чтобы был иллюстративный материал для наших размышлений. Здесь подстанция, нет? Поэтому здесь именно генерирующая мощность. Линии там как-то проведены, я так понимаю, схематично весьма и весьма. Тем не менее, без этих линий, то есть для обеспечения электроэнергии нужно 3 составляющих. Производство электроэнергии, доставка до конечного потребителя и диспетчеризация, чтобы все это доставлялось в то время, в том объеме, в каком он необходим. Выводится что-то одно, диспетчерскую, наверное, сложно, она где-то, по-моему, в центре Киева у них там расположена. Что касается подстанций, они обеспечивают, если это можно сравнивать с кровеносной системой, то чтобы бляшки не возникли и тромб не образовался, подстанции должны работать. Если не работают, то не работают. То все отдыхают.